Прокрастинация, чувство вины, боязнь перемен, страх зависти – все это неотъемлемые составляющие самосаботажа. О том, как мы саботируем собственный успех, откладывая его на полку ожидания, а также о том, как бороться с этим, поговорим в сегодняшнем 5-м уроке курса «Путь изобилия». С вами Аннушка Магнелюшка, и вы на канале Не Психология. Давайте же разнесем ваш самосаботаж на мелкие кусочки. Ну что ж, с убеждениями мы разобрались. Теперь давайте поговорим о другом моменте, который всячески мешает и препятствует обретению нами успеха – о самосаботаже. Для того, чтобы нам с этой проблемой расправиться, давайте для начала копнем и разберемся, что же такое вообще самосаботаж и почему он у нас возникает. Для этого нам нужно понять, что такое, собственно, саботаж. Дабы не гадать, откроем Википедию, просто проверим значение этого слова. Саботаж – умышленное неисполнение или небрежное исполнение определенных обязанностей, скрытое противодействие осуществлению чего-либо. Соответственно, самосаботаж – это скрытое противодействие осуществлению собственных планов и целей, некое оттягивание момента собственного прыжка в успешную счастливую жизнь. Как это проявляется? Как мы сами можем себя саботировать? Я здесь не буду, конечно же, всякие психологические термины использовать, расскажу просто по опыту, как все это происходит. Вообще существует очень много всяческих форм проявления самосаботажа, но все их мы не будем разбирать сегодня, разберем лишь основные, самые жесткие, которые стоят и загораживают нам путь на выходе из трудной жизни. То есть после того уже, как мы приняли твердое решение изменить свою жизнь и начинаем действовать. Очень много людей на этом этапе сталкиваются с одной или даже с несколькими преградами из следующих. Первое. Чувство вины. Это что-то из разряда: мои родители всю жизнь горбатились за копейки, поэтому я испытываю вину, думая о том, что смогу легче и больше зарабатывать и иметь кучу всяких ништячков в жизни. Или же такой вариант может быть: вокруг столько больных детей, столько людей остались без дома, старикам пенсию не платят, а на улицах полно бездомных животных. Как же я могу позволить себе красиво жить, когда вокруг столько несчастья? Тут вариантов проявления масса, и если вы уже отслеживали свои мысли и эмоции, о чем мы с вами говорили во 2-м уроке, то вы наверняка уже понимаете, какими коварными они могут быть. Второе проявление самосаботажа – страх зависти. А что, если мои друзья начнут мне завидовать? Что, если мои отношения с близкими испортятся? Что, если все вокруг решат, что я зазвездился? И тому подобное. Третье проявление – прокрастинация. И это вот одно из моих любимых. Я до сих пор себя каждый день пинаю, чтобы в первую очередь съедать самую-самую большую и противную лягушку и не отвлекаться на маленьких и неважных головастиков. Уверена, я далеко не одна такая. Лень очень мощный антидвигатель, и прокрастинация неплохая такая ее рабыня, которая всегда не прочь украсть и полакомиться вашим временем, в частности, когда вы плохо за ним приглядываете. Ну и, наконец, 4-е проявление самосаботажа из тех, которые мы сегодня разбираем – боязнь перемен. Этот момент очень скользкий и коварный, ведь он действует глубоко изнутри. Сознательно вы готовы к изменениям, вы их желаете, но в вашем подсознании таится страх перемен, который почти неуловим. Иными словами, можно сказать, что боязнь перемен – это боязнь выхода из зоны комфорта. Этот страх работает вне поля видимости, убеждая вас, что действует ради вашей безопасности и спокойствия. Через пару минут я расскажу вам о том, как бороться с каждым из этих 4 проявлений самосаботажа. А сейчас давайте задумаемся, почему это вообще происходит. С какой стати мы сами себя саботируем, когда успех уже так близко? Знаете, я стала глубоко изучать эту тему, естественно, потому что решить проблему невозможно, пока не найдешь ее корень. И, конечно же, я почитала несколько статей от популярных психотерапевтов. Ну, как сказать, почитала. С каждой новой строчкой я прям физически чувствовала, как мой мозг сжимается до крошечных размеров. Куча каких-то непонятных терминов, литры воды и бессмысленной нудятины. Тогда я решила отложить эту идею и прибегла к самому лучшему способу поиска информации – к мозговому штурму. И вот какую вещь я отследила. В основном люди, подверженные самосаботажу, среди которых я, кстати, занимала почетное место, находят причины своего саботажа в следующих факторах. Расплывчатые желания – 1, отсутствие конкретных целей – 2, отсутствие плана действий – 3 и антиуспешные убеждения – 4. Давайте кратенько пробежимся по каждому из этих пунктов. Что означает расплывчатое желание? Это тот момент, когда вы вроде бы чего-то хотите, но у вас нет точной картины, каким это должно быть. Отсюда и отсутствие страсти, всеобъемлющего желания, которое дает вам причины для начала движения. То есть, иными словами, является вашим главным двигателем. Далее идет отсутствие конкретных целей. Этот пункт плавно перетекает из первого, является его продолжением.
Просто чего-то желать недостаточно для реализации. Для того, чтобы начать двигаться, необходимо принять твердое решение, поставить себе конкретную цель. Хорошо, страстные желания у вас есть, и даже цель вы четкую себе поставили. Что продолжает вас саботировать теперь? Отсутствие плана действий или стратегии, что крайне необходимо для достижения результата. То есть, пока у вас нет четкого плана действий, ваша цель остается для вас загадкой, и вы продолжаете смотреть на нее как на что-то совершенно нереализуемое. Ну и, собственно, антиуспешные ограничивающие установки. Это предметы самоедства или самобичевания, которые выражаются в основном в отсутствии веры в положительный результат. Сознательно вы, конечно, понимаете, что вы этого достойны. Начинаете двигаться, а потом бац, всплывает мысль: стоп, ну куда ты? Ну это же ты. А если, а вдруг? Но по большому счету ограничивающие установки мы с вами уже обсудили в прошлых уроках. Но парочку все же я припасла для этого урока, и вы наверняка уже поняли, о каких пунктах самосаботажа идет речь. Верно? Ну вот мы и добрались до самого интересного. Как бороться с проявлениями самосаботажа? Тут уже для каждой болячки, так сказать, нужно свое лекарство, которое может быть и комплексным, конечно. Таким образом, лучшей и самой первой таблеткой от прокрастинации станет четко прорисованное желание и список почему. То, с чего все начинается. Если вы не найдете достаточно причин для осуществления того, чего хотите, то вы никогда не сдвинетесь с места. Я поясню. К примеру, если вы хотите заработать $1 000 000, если вы его просто хотите заработать, ну типа прикольно же быть богатым и ни в чем себе не отказывать, то знайте, что вы никогда не заработаете этот $1 000 000. Но если к вашему желанию добавить несколько почему, то есть причин, по которым вы хотите заполучить данную сумму. Например, хочу купить большой дом на берегу океана, хочу иметь яхту или вертолет, хочу купить дачу у моря для мамы и папы, желаю накормить тысячи бездомных, хочу построить приют для животных, хочу помочь кому-то из близких восстановить здоровье. Тогда у вас появляется четкий стимул, страсть, вовлеченность в процесс и, самое главное, ясная цель. А такие ощущения, к слову, как вовлеченность и страсть, являются лучшими соперниками лени и скуки, способными их уничтожить. Ну а далее вы разбиваете свою огромную цель на маленькие подцели, составляя план действий, и сразу же вам становится легче бороться с нежеланием приступать к сложной работе, а соответственно и бороться с прокрастинацией. Теперь давайте покопаемся в таблетках от боязни перемен. И этот червяк, как правило, сидит и точит вас изнутри. Вы так хорошо прячете за своим «я тебя оберегаю», что вы, возможно, и не догадываетесь о его существовании. Что нам с ним делать? Ну, конечно же, первым шагом будет узнать о том, что страх перемен у вас есть. Для чего просто начните отслеживать свои ощущения в моменты, когда перед вами стоит какой-то выбор. Страх перемен может также проявляться и в форме отрицания. Когда вы пытаетесь решить какие-либо затруднения, вы просто по непонятным вам причинам отказываетесь от решения, либо откладываете это, хотя знаете, что вы уже близки к этому решению и могли бы сделать это прямо здесь и сейчас. Вот такой нехитрый и простой вариант, но, в общем-то, самый эффективный. Главное правило: постарайтесь быть с собой максимально искренним. Ну а после выявления этого страха следует начать действовать вопреки ему. То есть, так сказать, бежать прямо в его объятия, чтобы ударить его в живот. А чтобы помочь себе в преодолении боязни выйти из зоны комфорта, необходимо делать ровным счетом то же самое, что мы делаем и с прокрастинацией. Четко формулируем свое желание, подкрепив его как можно большим количеством почему, конечно же. Ставим конкретную цель, которую далее препарируем на маленькие подцели для более легкой реализации. Таким образом, вам будет намного легче свой страх перемен обуздать. Ведь теперь у вас будет яркая и сочная картина того, что вас ждет. И к тому же, раз начинать вам придется не с гигантского тяжелого шага, а с маленьких спланированных шажков, то и бояться нечего. А вот теперь давайте обсудим еще два проявления самосаботажа. Чувство вины и страх зависти. Так как эти ребята относятся у нас к установкам, то бороться с ними мы будем одним оружием. В первую очередь вам необходимо осознать, что ваши страхи и вина обусловлены лишь вашим видением. Мы не способны видеть содержание мыслей окружающих нас людей. Мы можем о них лишь догадываться, и то далеко не факт, что мы окажемся правы. И уж тем более мы не способны заведомо знать, какова будет или была бы реакция близких на наш успех. Вероятнее всего, они искренне порадуются за нас. И более того, они могут увидеть в вас учителя, к которому можно обратиться за советом, чтобы также изменить свою жизнь. Тем более, если у вас доверительные, теплые отношения с ними. Это первое лекарство. А для того, чтобы понять, как работает второе, я хочу сейчас попросить вас сделать небольшой эксперимент. Начните сейчас вдыхать, но не выдыхайте.
Вдыхайте, вдыхайте, вдыхайте. Продолжайте вдыхать. Стоп. А теперь выдыхайте. Только выдыхайте, выдыхайте, выдыхайте. Продолжайте выдыхать. Странное ощущение, не так ли? И что самое главное, ужасно неприятные, верно? Итак, суть второго лекарства от чувства вины и страха перед завистью в том, чтобы сохранять баланс между желанием получать и умением отдавать. Так заложено самой природой. Мы должны отдавать и получать и отдавать. Иначе просто не работает. Если вы станете только получать, но не будете делиться, то вскоре просто потеряете себя. А там ни о какой счастливой жизни уже речи быть и не может. И напротив, постоянно только лишь отдавая, вы вскоре почувствуете себя жертвой и перестанете чувствовать себя счастливыми. То есть, дабы избежать стресс от чувства вины и страха перед завистью, вам нужно научиться соблюдать баланс между «получаю», «отдаю». И в конце концов, вы только представьте, как вы сможете изменить жизнь своих близких, родных и друзей, когда впустите изобилие в свою жизнь. Сколько радости вы сможете принести себе и своему окружению, разделяя с ними свое богатство. Итак, ваш отец погиб, когда ему было 30 или 40 лет, и он не успел повидать хорошей жизни. Подумайте о том, как он радовался бы за вас, зная, что у вас все будет хорошо. Ваша сестра воспитывает 3 детей в одиночку и кое-как сводит концы с концами. Подумайте, как прекрасно вы будете ощущать себя и она, когда вы разбогатеете и позволите себе оплатить своим племянникам обучение. Боитесь, что ваши друзья отвернутся от вас из-за зависти? Вспомните, что это лишь ваши домыслы. И представьте, как приглашаете друзей отдохнуть в своем загородном доме и делитесь с ними секретами своего успеха. Конечно же, я не говорю о том, что нужно просто бездумно раздавать свои деньги направо и налево. Делитесь лишь с теми, с кем вы хотите делиться. Сам процесс дарения должен приносить вам удовольствие, а не сомнения, уж тем более разочарование. И не забывайте, пожалуйста, что если вдруг вы захотите кому-то глобально помочь, то лучше подарить все-таки удочку, нежели рыбу. Ведь пока человек не поймет, что рыба ловится с трудом, то он будет просто не в состоянии оценить подаренную вами рыбу. Дальше по классике оставляю пункты для проработки. С вами была Анна. Всех обнимаю, целую, люблю. Пока.